электрическая мясорубка не заменит вот такую вот советскую механическую. Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Двойная Порция. И сегодня мы с вами попробуем заточить нож новой конфигурации. Посмотрите. Вот такой вот у нас сегодня на обзоре ножичек, посмотрите. Вот такой вот весь старый, ржавый. И сегодня я попробую его подточить вашими же советами, как вы мне и говорили. И немножко добавлю от себя. Вот он, наш нож, который мы с вами делали в предыдущем видео. Очень острый, просто идеал. Вообще заточен как надо. Посмотрите, какие грани. Я здесь, кстати, тестировал еще заточку вот с этой стороны. И получилось просто великолепие какое-то. Заточил вот здесь до 5000 камня. И получилось прям такой отблеск офигенный. И вот этот угол очень и очень острый. То есть нож получился прям идеальный. Срезает прям даже самые-самые сильные жилы. Но сегодня не о нем. Сегодня о новом ноже. У нас есть данная сетка двусторонняя. Эта сторона у нас предназначена для ножа нашего, а вот эта сторона у нас внешняя. До этого мы и будем ее тестировать. Соответственно, сначала вот этот нож мы посмотрим на просвет. Здесь у нас видно, что нож не прилегает полностью к решетке. Сейчас мы с вами это будем исправлять. То есть вот эта вот верхняя часть у нас идет просвет. Допустим, давайте прижмем вот эту. Здесь у нас тоже идет сверху, видите, какой просвет. Вот эта сторона практически полностью прилегает ровно, но тоже щель. То есть сейчас мы с вами сделаем сначала общую плоскость, чтобы нож конкретно хорошо прилегал к решетке. Погнали. Для этого я буду использовать водные камни. Они у меня отрихтованы, но специально для вас я сделаю это еще раз. То есть у меня есть специальный камень, так сказать, рихтующий, равняющий, снимающий верхний слой. То есть вот таким вот образом я сначала камень уберу. Выровняли. Теперь мы наш нож будем вытачивать. На тысячник это будет делаться довольно-таки долго. Если у вас есть, допустим, наждачка и зеркало, можете сделать это на наждачке и на зеркале. Я вот таким вот образом поступлю. Потом можно восьмерочкой вот так вот проходить. Вот, дорогие друзья, мы с вами видим, где у нас камень соприкасается. Здесь уже идет везде соприкосновение. Единственное, вот здесь вот кончик ножа еще до сих пор не протачивается. Как только мы с вами разберемся с ножом, то есть мы выточим все наши плоскости, приступаем к заточке решетки. Это недвижимый нож, так называемый. То же самое, берем его, смачиваем. И вот так вот погнали. Теперь противоположную сторону, вот эту нашу не будем трогать, которую мы уже с вами сделали в предыдущем видео. И спустя полчаса уже мы с вами видим, что наш нож, в принципе, практически полностью прилегает на просвет к решетке. То есть нету вот этого света, который пропускался. Вот, видите? То есть я могу вот так вот подвигать. И здесь ничего у нас не пропускается. Так, тысячником прошлись. Давайте теперь пройдемся также шеститысячником. Все, и вот такая вот красота у нас с вами получается. Нож мы уже также с вами обточили на шеститысячнике. Все у нас прекрасно. Далее, дорогие друзья, как вы и говорили, что нужно точить торцевую сторону. Для этого у нас приобретена с предыдущих тестов точилка электрическая. Сейчас мы с вами и попробуем подточить вот эту вот кромку. Здесь нож так сделан, что на самом деле он, по-моему, и точится по бокам. То есть этот прям видно, что здесь вот он выпуклый и точится он именно здесь. А здесь видно, что вот здесь была когда-то заточка. Сейчас мы ее с вами и восстановим. Все, пробуем. Берем вот так вот. Не знаю, насколько это поможет при перекрутке говядины, но посмотрим, протестируем. Все, один уголок сделали. Сейчас я продолжаю делать все остальные три и пробуем уже сразу крутить. Все, ножи все подточены, посмотрите, со всех сторон. То есть здесь, здесь, здесь и здесь я все проточил.
Эту кромку тоже подточил. Теперь ставим нож. Ставим решетку именно той стороной, которую мы с вами подтачивали под плоскость. Все, вот она стоит ровно. И подтягиваем. Берем говядину. У нас вот такое вот небольшое количество. Здесь где-то грамм, наверное, 800. Все, берем говяжку. Вот такими кусочками сейчас все это нарежем. Небольшими. Есть ли эффект, есть ли смысл затачивать с торца? То есть все наши предыдущие заточки были гораздо лучше. То есть это, посмотрите, мясо не крутится, мясо давится, посмотрите. То есть ничего хорошего в такой заточке у нас и не получилось. Смотрите. Все это ерунда полная. То есть данным образом заточить толком ничего не получится. Вот. На нож намотала все мясо, все жилы, и ничего толком у нас не перекрутилось. Хоть и нож острый, да, визуально, но по факту ничего хорошего это не принесло. То есть заточка с этой стороны на данной мясорубке ничего хорошего не приносит. Все, ставим с вами наш нож, который мы точили нашим проверенным способом. Все, вот видите, нож новый, который мы с вами пытались заточить, и нож старый, который был. То есть мясо, говяжка, в принципе, хорошо и выходит. Вот, посмотрите разницу. Здесь фарш, и вот от этого ножа вот это вот непонятное месиво получилось. И обычный фарш. И вот такой вот провальный тест-обзор у нас сегодня получился. Данным способом наточить ножи для мясорубки в принципе нормально невозможно. То есть, если нож уже уничтоженный, если нож уже весь кривой, то есть вручную вы его точно не заточите. Проще купить новый. Если у вас нож более-менее нормальный, как из нашего предыдущего видео, то подточить его вы, конечно же, сможете, и все будет работать. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. Увидимся уже в следующем видео, где мы протестируем еще что-то интересное. Что сэкономит ваш бюджет. Пока!